Привет всем любителям прекрасного! Вы на канале Гимнастик, меня зовут Катя, и сегодня мы будем говорить про новую игру в сфере стиля. Называется она Fashion Nation. Я прекрасно знаю, что вам пришлись по вкусу мои видео по Pocket Styler, но, знаете, в последнее время Pocket Styler не радует и меня, и вас, судя по комментариям, поэтому будем смотреть новые игры в этом стиле. И сегодня будет очень интересно, так что обязательно посмотрите видео до конца. Итак, Fashion Nation вышла 25 октября 2021 года. В игре мы снова выступаем в роли стилиста, нам нужно участвовать в голосованиях, принимать участие в событиях, зарабатывать билетики, тратить деньги. В принципе, ничего нового. Подиум – это уже привычная нам система событий, длящихся определенное время. Выбираем тему, создаем образ и ждем результаты голосования. Обучение – интересная вкладка, в которой можно повысить свой ранг от новенькой до самого известного стилиста. Интересно то, что нам рекомендуют повторно проходить этапы обучения несколько раз, потому что это позволяет получить больше карточек. Карточки, которые мы получаем после прохождения обучения, могут содержать в себе деньги, подписчиков. Но самое интересное – это коллекция. Собирая карточки коллекции, мы можем открывать новые вещи из разных коллекций. Изучить, какие коллекции существуют, можно на вкладке с вешалкой. Кстати, там можно и приобрести их, пока только за кристаллы. Вообще, если сравнивать игры, Fashion Nation и Pocket Styler очень похожи. Тут тоже есть ежедневные награды, и можно получать дополнительные, если купить премиум. Тут тоже есть баллы за трендовую и неношенную вещи, но недостаточно просто надеть на себя одну трендовую, одну неношенную вещь. Здесь нужно надевать несколько трендовых, несколько неношенных вещей, чтобы заполнить шкалу. Итак, смотрите. За платья, комбинезоны, юбки и нижнее белье мы получим 0,18 баллов за неношенную вещь, 0,1 за трендовую вещь. Пиджаки, обувь, сумки дадут нам 0,12 за неношенную вещь и 0,7 за трендовую. Рубашки, брюки, аксессуары, украшения, очки, шляпы, в общем, все остальное дают нам 0,9 за неношенную вещь и 0,5 за трендовую. В общем, не густо. Прикиньте, да, сколько вещей надо туда набухать, чтобы получить буст в единицу. Получается нехило, на самом деле. Кстати, как вы считаете, хорошо это или плохо то, что шкала не заполняется одной вещью целиком? С одной стороны, интересно, больше разнообразия. С другой стороны, это очень дорогое удовольствие. Напишите свое мнение в комментариях. На данный момент в игре абсолютно нет рекламы. Вспоминаю времена Pocket Styler, когда мы молили, чтобы нам дали рекламу, чтобы дали вот посмотреть рекламу, чтобы только заработать денежки. И сейчас что там? Просто все в рекламе. В игру зайти невозможно. В события зайти невозможно. Везде реклама, на каждом шагу. One eternity later. В общем, да, я надеюсь, что Fashion Nation не допустит такой ошибки и не будет пихать так много рекламы. Ну или хотя бы, окей, реклама. Понятно, что любое мобильное приложение зарабатывает на рекламе. Но окей, давайте вы дадите возможность купить отмену рекламы. Отказ от рекламы. Вот во многих приложениях такое есть. Платишь? Да, пускай сумма 450 рублей. Окей, может быть, я была бы готова заплатить 450 рублей за то, что меня не будет больше беспокоить реклама. Мои нервы будут в покое. Ну, не знаю. На данный момент в игре абсолютно нет рекламы, и поэтому зарабатывать там деньги, то есть банкноты, там, кристаллы, сейчас достаточно проблематично. Приходится участвовать в событиях, не покупая новые вещи. Может быть, мы будем получать какие-то баллы за трендовую вещь, но за неношенную ты как бы уже ничего не получаешь, от этого отказываешься, у тебя получается просадочка такая. Но с другой стороны, а как еще копить деньги? Блин, типа в Pocket Styler мы как-то по-другому делаем. Да нет, конечно, так же тоже неношенную не покупаем. Терпим, так сказать. Ну, приходится как-то вот так вот вылезать из этой задницы с деньгами. Очень трудно, тягомотно вот это вот ощущение нехватки денег. Но вообще игра, на мой вкус она классная. Обосрала, но все равно так, все хорошо, держись. Вещи в этой игре очень крутые, то есть они интересные. Графика совсем другая, не такая, как в Pocket Styler, но я не могу сказать, что это плохо. Наоборот, это интересно. У приложения приятный дизайн и в целом понятная система использования. Да, здесь нет frequently asked questions, вот этой вот графы, где все часто задаваемые вопросы, какие-то пояснения. Может быть, они сделают это потом, может быть, и не сделают. В принципе, у многих игр есть такая проблема.
Зато есть такие видео, как у меня, которые это все поясняют. Что приятно, Fashion Nation не вызывает у меня кучу негодования и непонимания своим голосованием. Да, я не все понимаю в нем пока. Но то, что я получаю в качестве оценок, результатов, на мой взгляд, выглядит адекватно. Здесь нужно проголосовать 5 раз в одном голосовании, то есть открывается окошко, мы видим события, в рамках которого мы голосуем. У нас 10 образов, то есть 5 раз мы голосуем. И получаем за это голосование 2 билета. На каждое событие нужно 10 билетов. Не знаю, почему они так сделали, почему 10 билетов на одно событие. Как-то, по-моему, это странно. Наверное, когда ты приходишь куда-то, тебе нужен 1 билет, но почему-то здесь нужно 10. Не знаю, короче, странная система, но так оно есть. Кстати, в игре есть энергия. В принципе, мне всегда ее хватало. Там есть 5 событий. Я в них всех участвовала, энергии хватало. Если перезаходить через час-два, когда события кончаются и заново участвовать, тогда, может быть, и не хватит, да. Напоследок хочу в блиц-формате перечислить основные плюсы и минусы, с которыми я столкнулась, играя в эту игру, чтобы у вас было общее такое понимание. Нравится вам, не нравится, хотите поиграть, не хотите поиграть, что вообще думать об этой игре. Так что давайте начнем с негатива и закончим на позитиве. Самый большой минус, который я сейчас нашла в игре, это то, что там отвратительно работают фильтры. Можно сказать, они вообще не работают. Потому что, если хочешь выбрать какой-то конкретный цвет, например, красный, да ты не можешь выбрать, потому что там есть только вариант разноцветный, светлый, темный. И как бы если ты выберешь разноцветный, это далеко не означает, что там высветятся все цветные вещи. Нельзя несколько цветов выбрать, нельзя несколько фактур выбрать. Зачем эти фильтры вообще тогда нужны? Они не работают. В игре есть проблемы с написанием некоторых русских слов. Вот так вот получается у них награды становятся нарады. Ну, мы, конечно, не рады, но надеемся, что это исправят. Образы ваших моделей, которые вы создали для аватарки, используются только для аватарки. К сожалению, когда вы заходите в события, вам нужно настраивать модель каждый раз заново. Итак, давайте перейдем к положительным сторонам этой игры, к плюсам, позитиву. И первый плюс, который я хочу назвать, первый, но не самый главный, конечно, но все же. Темная тема. Мои глаза передают огромное спасибо. На самом деле это очень странно, что в 21 веке есть приложения, у которых нет темной темы. Голосование интересное. Выбор не всегда очевиден. Нравится разглядывать модели и думать, какая лучше подходит к событию, какая мне больше нравится. Ну и графика достаточно приятная, классная. Нет кучи рекламы. Я, конечно, понимаю, что это временно, и потом она появится, но пока ее нет, и я радуюсь, и надеюсь, что в будущем ее не будет слишком много, или можно будет купить отказ от рекламы. Ранговая система. Блин, это круто. Я играла в разные игры, связанные со стилистами, и что-то ни в одной такого не встречала. В игре нет таблицы лидеров. Можно только посмотреть лучшие образы недели в определенных событиях. Как бы, с одной стороны, не посоревнуешься, с другой стороны, нервы в покое, потому что твое положение никак не зависит от привилегированного положения донатеров. Вообще, по-моему, нам с вами пора уже создавать свою игру про стилистов. Что думаете? Вообще, как вам игра Fashion Nation? Может быть, вы в нее уже играли, и у вас есть какие-нибудь еще заметки, которые я не указала в видео. Если да, то обязательно поделитесь с нами, чтобы мы все были просвещенные. Большое спасибо за то, что досмотрели до конца. Для меня это очень ценно. Если видео было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь, если еще не подписаны. Будут еще разборы игр. Если вы хотите, чтобы я разобрала какую-то конкретную игру, пишите об этом в комментариях. Или пишите мне в соцсетях, я есть в Инстаграм, в Телеграм, у меня есть свой сервер в Дискорд, я стримлю на Твиче и бываю там гораздо чаще, чем на Ютубе, так что если нравится то, как я преподношу себя, информацию, то обязательно забегайте на Твич, будем с вами общаться в режиме онлайн, и скоро встретимся снова. Я желаю вам прекраснейшего настроения, огромного творческого вдохновения, и до скорых встреч, пока-пока.